Сегодня мы с утра на грядке, неспроста с грабельками, с сапками, потому что нам предстоит впереди после дождей очень важная задача. Эта важная задача касается просапки. Это простыми словами, более так сложно или как бы еще проще объяснить, это у нас будет распечатывание почвы, потому что очень много осадков, ливни, и почва просто запечатана, она закрыта коркой, забита почва. Но если нет аэрации почвы, то есть не дышит, нет дыхания, нет доступа воздуха, естественно, растение не может потреблять. В первую очередь, самые важные два компонента питательных – это фосфор и калий. Ну и, естественно, еще до 85% доступных элементов в почве. Что такое фосфор и калий? Я вам хочу напомнить, чтобы это было понятно и как бы было стимулом к действию. Обязательно после ливня выходить в огород, на грядки для того, чтобы пустить воздух. Смотрите, фосфор – это самое важное транспортное средство, которое доставляет во все клеточки растения нужное питание. Вот это другое питание, которое есть, которое мы даем подкормки, из почвы разные, вот благодаря фосфору вот это происходит. То есть фосфор – это у нас машина, которая доставляет это все. Далее, если нет у нас воздуха, фосфор, то есть машина, остановлена. И все процессы в клеточках, естественно, останавливаются. Следующий важный элемент, который всегда рядышком с фосфором, это калий. А калий является одним из структурных элементов клеточки. И если он тоже не работает, естественно, что происходит? Закрытая корневая система вот этой печатью, коркой, и все корни, и основное, и молодые корешки, которые развиваются, растут и затем доставляют все нужные с помощью фосфора, калия, все питательные вещества, естественно, это все на месте. А значит, страдает все растение, оно остановлено, оно не работает. И это очень важно делать всегда, особенно я всегда говорю в знаке стихии воздуха, когда растение занято дыханием. Но сейчас эта задача будет стоять на повестке дня сразу же после дождей. Некоторые регионы уже вышли из этого состояния. Пожалуйста, просыпайте ваши грядки грабельками, где как можно, но уберите эту корку, распечатайте почву. Вот такая просьба у меня к вам, подсказка, очень важная подсказка для того, чтобы наше растение, далее будет жара, для того, чтобы эти растения не задыхались, а дальше проходил процесс вегетации нормально. Естественно, мы получили с вами урожай. Ну что ж, на канале Раисы Греченко «Дача, сад, огород, цветы» была важная тема, которую вам предоставили, как всегда, с Измаила. Это юг Украины, юг Одесской области, Александр Волик и Раиса Греченко. Прощаемся с вами. До новых встреч в новых видео.